Мировые рынки лихорадит из-за торговой войны Дональда Трампа. Ураганы и природные пожары охватили сразу несколько регионов России. А Александр Овечкин все-таки побил вечный рекорд Уэйна Грецки. Об этих и других новостях в ближайшие несколько минут на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Мировые фондовые рынки продолжают трясти из-за торговой войны, развязанной Дональдом Трампом. Азиатские фондовые рынки утром в понедельник открылись с падением до 11%. Биткоин рухнул ниже 77 тысяч долларов. Уолл-стрит в эти выходные также лихорадила. Как пишет Нью-Йорк Таймс, было много гнева, беспокойства, разочарования и страха. Всего за 2 дня новые тарифы Трампа уничтожили триллионы долларов стоимости на фондовом рынке. Собеседники издания среди банкиров и трейдеров отмечают, что у них возникли воспоминания о мировом кризисе 2007-2008 годов, который уничтожил ряд гигантов Уолл-стрит. Сам Трамп уже прокомментировал происходящее. По его словам, в его планах не было обвала американского фондового рынка. Однако о решении своем он явно не жалеет. Вот что он заявил журналистам накануне. «Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить». Конец цитаты. Ночь в украинских городах прошла спокойнее обычного, но без обстрелов не обошлось. В Никопольском районе Днепропетровской области пострадали несколько жилых домов и хозпостроек, а также кафе и энергетическая инфраструктура. В регионе пострадали 3 человека. Поздно вечером несколько шахедов также атаковали Донецкую область, а авиабомбы атаковали Херсонскую, Харьковскую и Сумскую области. В России, по данным Минобороны, за ночь сбили 19 беспилотников ВСУ. Выросло число погибших при ударе по Кривому Рогу 4 апреля. В больнице скончался 57-летний мужчина, который был серьезно ранен при обстреле. Теперь в списке жертв 20 человек, в том числе несколько детей. Тем временем возле Британии обнаружили датчики, которые следят за атомными подлодками. Как пишет издание Sunday Times, они были установлены скрытно. И военные подозревают, что это сделали российские спецслужбы, чтобы следить за британским флотом. В частности, за субмаринами Vanguard, несущими ядерное оружие. Газета отмечает, что только у России есть специализированные подлодки для боев на морском дне и для шпионажа. Как минимум 43 человека погибли в секторе Газа после ударов Израиля. Так сообщает телеканал Аль-Джазира. Больше всего жертв, по его данным, зафиксировано в городе Хан-Юнис на юге этого района. Это и другие издания также сообщили, что под удары попала палатка журналистов в Газе. 2 сотрудника СМИ погибли, 7 пострадали. Одновременно из сектора Газа наносились удары по Израилю. Местные СМИ назвали это самым сильным обстрелом после возобновления боевых действий. Всего было выпущено около 10 ракет, большая часть перехвачена. 3 человека получили ранения. Напомню, что ранее в Израиль по договоренности вернулись 33 заложника, включая тела погибших. В обмен Газа получила более 1500 палестинцев, которые содержались в израильских тюрьмах. 2 марта обмены прекратились, а 18 числа начались обстрелы. США нанесли удары по Йемену. Целью стала столица, город Сана. Разрушен 1 дом, минимум 4 человека погибли, 16 получили ранения. Президент США Дональд Трамп также опубликовал снимки ударов, заявив, что больше хуситы не будут атаковать корабли. Ранее был нанесен удар по городу Саада на северо-западе страны. 2 погибли, 4 получили ранения. С ноября 23 года по январь текущего хуситы атаковали более 100 торговых и военных судов. 15 марта Дональд Трамп отдал приказ наносить по ним удары. По данным группировки, с момента прихода к власти Трампа в Йемене погибли как минимум 69 человек. ДТП с участием 2 автобусов произошло в воскресенье около 10 часов вечера на юго-западе Москвы, на улице Грина. По данным московского МВД, пострадали 7 человек. А связанный с силовиками телеграм-канал 112 пишет о 8 пострадавших. По предварительным данным, причиной аварии могла стать непогода. В Москве накануне вечером продолжился снегопад. Схему цветных революций обнаружила российская пропаганда в демонстрациях, которые прокатились по США против политики Трампа. Главный признак в том, как, цитата, «хорошо организованы протесты». На новый нарратив пропаганды обратили внимание в издании агентства. Обращает на себя внимание тот факт, насколько хорошо были организованы эти масштабные акции. И то, как американских протестующих моментально поддержали на Украине, повторяя их лозунги о том, что администрация США захватила власть и проводит кампанию по дезинформации американского населения. Вывели людей на улицы продемократические силы. Введенные Трампом пошлины на импортные товары для противников президента стали поводом подогреть антитрамповские настроения. Море спекуляций, в том числе на страхах граждан, грозят инфляцией, банкротствами.
Все это подхватывают так называемые либеральные СМИ. Шеф-редактор Нью-Йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов в своей колонке для «Арти» также подчеркнул, что у протестующих в руках желто-синие флаги, а география последних протестов напомнила карту акций движения Black Lives Matter в 2020 году. Процитирую. В 2020 году расовый пожар помог изгнать Трампа из Белого дома. Теперь первая проба сил в том же ключе. Конец цитаты. Ну а конкретно словосочетание «цветные революции» припомнил глава Российского фонда прямых инвестиций и кремлевский переговорщик Кирилл Дмитриев. Вот что ранее он написал у себя на странице в X. Когда протесты под лозунгами «руки прочь» так хорошо организованы, сам собой напрашивается вопрос. Глубинное государство применяет собственную методичку по цветным революциям, чтобы устроить еще одну, только у себя дома? Напомню, волна протестов поднялась в США в субботу. На улицы вышли более 1200 городов в каждом из 50 штатов. Демонстранты выступили против увольнения тысяч служащих, сокращения соцпрограмм, а также дискриминационной политики. Появляются новые детали еще одного скандала, связанного с Трампом. Телекомпания CBS News выяснила, каким образом главред издания «Атлантик» Джефф Голдберг попал в секретный чат, где чиновники обсуждали удары по йеменским хуситам. По данным журналистов, причиной ошибки – функции смартфонов, которые позволяют автоматом сохранять номер контакта, если он есть в тексте электронного письма. Сразу несколько источников заявили, что приглашение в чат предназначалось спикеру Белого дома Брайану Хьюзу. Но ранее телефон советника по нацбезопасности Майкла Уолтса сохранил телефон, который отправил ему Хьюз, как номер самого Хьюза. 2 человека погибли в городе Щучье Курганской области в результате пожара в частном доме. Предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание в телевизоре. В МЧС сообщают, что в доме находилось 3 человека. Сначала 2 мужчин, отец 68 лет и сын 43 лет, вывели на улицу хозяйку и пошли обратно за документами и ценными вещами. Однако обратно уже не вернулись. Их тела обнаружили приехавшие на вызов пожарные во время тушения дома. Выжившую женщину отвезли в больницу. Сразу несколько регионов столкнулись с последствиями пожаров и ураганов. В Иркутской области стихия оставила без света более 100 тысяч домов. Это данные регионального МЧС. В Красноярском крае также до сих пор не восстановлено электроснабжение. Глава региона Михаил Котюков у себя в телеграм-канале дежурно отчитывается о том, как ведутся восстановительные работы. Пока жители в комментариях жалуются, что уже 3-е сутки сидят без света. А заодно публикуют видео, как спасатели банально не могут проехать к людям по местным дорогам. Впрочем, даже там, где пожарным все-таки удается добраться до пострадавших районов, ситуация остается тяжелой. По официальной информации, без света остаются более 150 населенных пунктов. Работают более 500 человек и более 200 единиц техники. В Хакасии число пострадавших от урагана выросло до 40 человек. 2 из них дети. Об этом накануне сообщили в региональном Минздраве. Вместе с тем здесь продолжаются пожары. Их фронт достиг уже 80 километров. Местные спасатели уже не справляются и привлекают коллег из Тывы и Кузбасса. В Бурятии за выходные зафиксировали 46 случаев воспламенения травы. Половину из них накануне. К утру понедельника пожарные продолжают тушить 8 очагов горения, а лесные пожары в регионе распространились на 370 гектаров. При этом сегодня в регионе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. А это значит, что огонь может мгновенно распространиться на большие территории и угрожать не только лесам, но и домам. Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Грецки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. 39-летний нападающий Вашингтона забросил 895-ю шайбу в игре против Нью-Йорк Айлендерс накануне вечером. И теперь он стал лучшим снайпером в истории лиги. Рекорд Грецки в 894 заброшенных шайбы оставался недосягаемым последние 26 лет. Грецкий лично поздравил Александра. Он заявил, что рекорды существуют, чтобы их перебивать, но, цитата, «я не могу представить, кто мог бы побить этот рекорд». Конец цитаты. Сам Овечкин первым делом обнял маму и детей, а также поблагодарил за поддержку фанатов. И последнее. Фанаты, все вы, весь мир, русские, парни, мы это сделали. Мы это сделали. Это история. В России пропаганда, естественно, тут же подхватила рекорд Овечкина как знамя. На фасадах Останкинской башни и ВТБ-арены уже крутятся поздравительные ролики, в том числе с припиской «Вечный рекорд» и «Навсегда первый». В общем, все в стиле «Россия здесь навсегда». Маргарита Симоньян по такому случаю отвлеклась от постов о муже и своем дне рождения и поздравила, цитата, Александра Великого. А Дмитрий Медведев вместе с поздравлениями приложил еще и проклятие, цитата. «Ждем суицида безумного чеха Гашека». Конец цитаты.
А пока Овечкин устанавливал рекорд НХЛ, его родная хоккейная команда «Московская «Динамо» выиграла серию плей-офф КХЛ у петербургского СКА. В шестом матче серии «Динамовцы» победили 5-2 и выиграли серию со счетом 4-2. Напомню, что главным тренером СКА работает Роман Ротенберг, сын друга Путина Бориса Ротенберга. За 4 сезона под руководством Романа Ротенберга СКА, самый богатый хоккейный клуб России, ни разу не смог дойти до финала Кубка Гагарина. А вылета из турнира в первом же раунде плей-офф со СКА не случалось аж с 2010 года. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео и ставьте лайки им тоже. Так вы помогаете нам распространять наш контент. Ну и подпишитесь на наш телеграм-канал. Ссылочку вы найдете в описании к этому выпуску. Берегите себя и скоро увидимся.